Мой хороший друг, сосед по имени Марчин, поляк, любитель мотоциклов и участник местной группировки любителей Харли Дэвидсон, рассказал мне о месте, которое поразило его, в котором расположены десятки заброшенных английских лендроверов. Я услышал, подумал, что это какая-то пьяная история, байка и так далее. Связался с Олегом. Олег подтвердил, что действительно существует такое место. Связался с Кими, парнем, который помогает делать нам субтитры на кантонском диалекте. И мне выслали это место. Подъезжая к этому месту, я заметил такую непонятную дорогу. То есть дорога идет через гольф-клуб. Слева-справа лакшери народ, все очень круто, понтово, ездят всякие Роллс-Ройсы, Бентли. Но при этом это маленькая деревенская улочка, которая заканчивается таким вот непонятным поселком, не поселком. И вот подъезжая сюда, мы ничего не увидели. Я думал, что нужно будет запустить дрон, полетать, как это где-то что-то увидеть и заметить. Думаю, как же мотоциклисты это все увидели? И вот когда мы свернули и выехали на эту дорогу, я краем зрения просто увидел вот эти вот машины. Я даже не знаю, что... это вот, знаете, первое... Можно сравнить с моим первым ощущением, когда я попал на первую свалку в Гонконге, когда увидел машины, которые поставлены друг на друга в ряд. Но это что-то другое, и мы сейчас сходим вовнутрь, рассмотрим все, потрогаем, пощупаем и попробуем узнать, какая же история стоит за этими тачками. Что-то мне туда не хочется лезть, мне там кажется, там сожрут какие-нибудь крокодилы или неведомые твари какие-то. Вот только подошли, сразу же вода стала мутная, пузырьки и что-то движение. Страшно. Мутанты живут. Никаких замков, ничего нету. Внутри стоят контейнеры, в которых живут, наверное, люди. Нет. Здесь тоже закрыто, все заперто. Заперто и входа нет. Все это добро охраняют собаки. Довольные собаки. Собаки-улыбаки. Смотри. Этот участок, он с одной стороны защищен забором, с другой стороны настоящим рвом. То есть мне кажется, что это, конечно же, английская крепость. Неприступная, защищенная со всех сторон, но заброшенная. Но мы, как правильные партизаны, знаем, где есть вход. Пойдем покажу. Нужно залезть в эту дырку. Но на меня уже смотрят чуваки рабочие с соседнего дома. Я вот думаю, залазить туда или не залазить, сделаю вид, что просто смотрю. Дырка реально есть. Ну что, залазим? Прям чуваки прям смотрят и прям они даже работать перестали. Я не знаю, что делать. Прям такое дикое палево, что... Пошел я у них спрошу, ничего страшного или нет. Ни хао. 我想问一下 那个地方可以进去吗？不可以。我那边看到一个地方可以过去。Короче, местные сказали, чувак, не лезь туда. Я говорю, да, говорит, не получится залезть. Я говорю, смотрите, я там дырку нашел. Они говорят, мы видели, что ты нашел дырку, Но, говорит, пойми, что там живут большие собаки. Я собак не боюсь, ни больших, ни маленьких, поэтому я лучше возьму дрон, полетаю, посмотрю, что там происходит внутри. И если там крокодилов и всяких монстров нет, то, конечно же, мы туда зайдем. Не знаю, как у нас температура 32 градуса, уже прям жарко, наступило прям такое нормальное лето. И машина с кондиционером – это отличное место, чтобы просто охладиться, друзья мои. Так, коптер готов. Я готов. Ну что, полетели искать собак? Это называется танцы с бубном. Но на самом деле я когда-то занимался продажей квадрокоптеров DJI, и всей техники DJI в странах СНГ. Поэтому с тех пор знаю, что обязательно нужно калибровать компас, чтобы нормально летать, и чтобы коптер никуда не улетел и не врезался и так далее. Ну что ж, я готов.
Вот так комфортно в кондиционерчике летать, вообще класс. У меня кто-то спрашивал, сколько у меня часов налета. Ребят, не знаю, сколько у меня часов налета. Ну, тысячи, может быть, не знаю. Много, много. Полетели. Ненавижу, когда кто-нибудь звонит во время полета, шлет сообщение, и у меня в это время еще почему-то проблемы с компасом. Видно, там много железяк, и создаются помехи. Похоже, техника какая-то то ли военная, то ли полицейская. Короче, ребят, я признаюсь, что из меня очень плохой взломщик, не знаю, там... ниндзя, кто угодно. Но я хорошо бегаю. Дурное дело не хитрое, как говорится. Да, кстати, у нас в Гонконге живут ядовитые змеи. У меня как раз в машине книжечка есть. 4 самых опасных змеи в Гонконге. Это королевская кобра, южно-китайская кобра, какая-то еще кобра, бамбуковая кобра, какая-то с красным пятном на голове и еще где-то 40 змей, которые не сильно ядовитые. О. Слушай, все тачки промаркированы. Офигеть. Вот эта желтая мигалка говорит о том, что эта машина либо с аэропорта, либо дорожные работы. Здесь недалеко от этого места находится старый аэропорт, английский, еще военный. Сейчас он находится под руководством китайской армии. Но это машины с аэропорта 100%. Похоже, эту машину поднимали за вот этот вот трос, потому что он проходит сквозь весь кузов, и вот там пошла трещина по стеклу. А вот эта скорая, которую я видел с коптера, и у нее не открываются двери. Слушай, вот этот аппарат в хорошем состоянии. Напоминает мне парня, которого мы встречали на оффроуде. Смотри, 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 смотри. Ребята, полицейская машина, посмотри. Офигеть. Там парашютные сумки какие-то. Много военной формы. Чувствую себя вождем. Вот здесь должно было быть колесо. Движок на месте. Слушайте, я не знаю, есть смысл восстанавливать такие тачки или нет. Состояние-то автомобиля не очень хорошее. Прогнили прям до дыр. То есть ремонтировать их, восстанавливать это гиблое дело. Короче, ребятки, нашелся ключик.
с номером 8231. Он совпадает с маркировкой вот здесь, вот 8231. Нет, аккумуляторов там нету. Мы на территории настоящего английского наследия. Старые полицейские какие-то вездеходы, старые полицейские машины, миники, лендроверы, рейндж-роверы, скрытые мерседесы. Я не знаю, правда, при чем тут, но здесь точно живет проанглийская мафия. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 в одном ряду. И здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 рядов. 7, 6, 42. 40 автомобилей. Ради такого количества автомобилей можно просто открыть гараж, который будет эти машины, все их переберет, обновит и продать их как раритет такой. Так, оставляю свою защиту здесь. Ребят, вот кому из вас приходилось ходить по лендроверам, по старым, да? По английским, по классным, по полицейским? Ёлки-палки, я офигеваю, слушайте. Вот кто владелец всех этих тачек, которые просто здесь стоят в очередной раз? У меня вызывает просто волну эмоций, которые, ну как так? Гниет прямо наследие мирового автопрома. Как сказал один из моих близких друзей, лучшие автомобили делали в Англии. Вот смотрю на них, говорю, елки-палки, отдайте мне их, я хочу, что я с ним буду делать. Кстати, ребята, подписчики мои, кто из вас знает, что можно сделать со всеми этими тачками? Предложите в комментариях, может быть, из этого что-нибудь получится интересное. Если меня смотрит хозяин всего этого хозяйства, хозяин хозяйства, я ничего не трогал. Извиняюсь, что я залез на территорию без разрешения. К сожалению, я не нашел, у кого спросить разрешения, и все было как бы закрыто, безлюдно. Я ничего не взял, ничего не испортил. И, в общем, всячески извиняюсь за нарушение частной собственности. Меня же, до сих пор как бы фигачит адреналин. Мы хоть собак-то никаких не увидели, но я не часто залажу на чью-то чужую территорию. И тем более не часто вижу такие классные тачки в таком количестве. Огромное вам спасибо за то, что посмотрели мое видео. Не забудьте написать в комментариях, что вы думаете можно сделать со всем этим гаражом. Вот как бы можно из этого сделать какой-то бизнес-план или что-нибудь доброе, позитивное и классное, чтобы люди приходили сюда, смотрели, они не пролазили, как я, через дебри и кусты. Хорошего вам всем настроения и пока. 偷的？哦，偷回来的。唔係鹹翻嚟嘅。喊啦？哦，是不是英国的那个军队？走咗㗎啦，已經。很久很久。Ребятки, уже попрощался с вами, но увидел дедушку, подошел к дедушке, поговорил с ним, расспросил, что это вообще за место. Дедушка рассказал, что в 1997 году, когда Китай не договорился с Англией по поводу продолжения, пролонгации аренды Гонконга, и когда Англия в срочном порядке покидала Гонконг, вся эта техника принадлежала английскому корпусу. И вот в момент, когда прошли переговоры, было подписано соглашение о том, что Гонконг возвращается к Китаю, один очень грамотный человек, хозяин этой земли, взял это все и, как-то говорят цензурной лексикой, присвоил себе. И с тех пор он не знает, что с этим делать, потому что он как бы присвоил вроде бы, а документов на все это дело у него нет. И где взять эти документы, он тоже не знает. И не знает никто.
Поэтому стоит все здесь это добро и как бы гниет. Дожидается либо лучших времен, либо лучших решений по поводу того, что с этим всем делать. На этом все. Пока!